Приветствую всех на канале Горизонт событий. Зима нагрянула на Урал и стала причиной транспортного апокалипсиса. В Екатеринбурге выпало 10 мм осадков, а высота снежного покрова составила 3 см, в окрестностях местами до 7 см. В числе последствий снегопада – пробки из-за поломок автомобилей и аварий с их участием. Спецтехника не справляется с чисткой дорог. Гигантские пробки из-за снежного ненастья сформировались на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в Свердловской области. Там пришлось даже закрывать проезд. В аэропорту Кольцово задерживали рейсы, и 3 из них вынуждены были ждать улучшения погодных условий. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово случился коллапс. Из-за того, что резко похолодало, самолеты было решено отправить на дополнительную обработку ото льда. Оказалось, что машин слишком много, и из них выстроилась настоящая очередь. В итоге люди застряли в салонах, им пришлось сидеть в душном замкнутом пространстве более 2 часов. На почту пассажирам рассылали сообщения, в которых заявляли про перенос вылета уже 3-й раз. В таких условиях находились пассажиры далеко не одного рейса. На борт еще нескольких самолетов тоже посадили людей, но вылет постоянно откладывали. «40 рабочих уже более 3 дней остаются заблокированными в обрушившемся туннеле на автостраде в Индии. Спасательные команды не смогли добраться до них, поскольку огромные валуны препятствуют попыткам создать проход для эвакуации, сообщают СМИ. Прошло 3 дня с момента обрушения туннеля, но рабочие все еще живы и здоровы, сообщил чиновник, участвовавший в спасательной операции. Попавшие в ловушку мужчины получали еду, воду и кислород через трубу с утра воскресенья после того, как туннель обрушился в 5 часов 30 минут утра. Из Нью-Дели привезли тяжелую технику, чтобы провести трубу, поскольку нынешняя заблокирована валунами, сообщил комиссар по оказанию помощи в штате Утар-Прадеш. Около 50-60 человек работали в ночную смену в туннеле длиной 4,5 километра, который строится в соседнем штате Уттараханд на национальной автомагистрали, являющейся частью индуистского паломнического маршрута Чар-Дхам. Во вторник местные СМИ сообщили, что тем, кто находился возле выхода из туннеля, удалось выбраться, а 40 человек, находившихся глубже внутри, оказались в ловушке. Скоростная автомагистраль Чар-Дхам – один из самых амбициозных проектов индуистского правительства премьер-министра Нарендры Моди. Целью проекта является соединение 4 почитаемых мест индуистского паломничества в Уттараханде с помощью 890 километров дорог, строительство которых обходится в $1,5 миллиарда. Горный регион подвержен оползням, землетрясениям и наводнениям, и инцидент произошел после оседания земли, которое геологи, местные жители и официальные лица связывают с быстрым строительством в горах. Проект подвергся критике со стороны экспертов-экологов, а некоторые работы были остановлены после того, как сотни домов вдоль маршрутов были повреждены оползнями. Работы по строительству туннеля начались в 2018 году и должны были быть завершены к июлю 2022 года, но теперь они перенесены на май 2024 года, говорится в заявлении правительства. Магма на исландском полуострове Рейкьянес, которому угрожает извержение вулкана, приближается к поверхности Земли. Жидкая порода, вероятно, все еще находится на глубине около 500 метров, заявил в среду Бенедикт Афейксон из Исландской метеорологической службы. На развитие событий указывает и увеличение содержания диоксида серы в воздухе. Полиция разрешила другим жителям на короткое время вернуться в эвакуированный город Гриндавик, чтобы забрать с собой свои вещи.
Разрешение на возвращение получили только те, кто не успел попасть в город во время аналогичных операций в понедельник и вторник и с кем полиция связалась лично. Гриндавик расположен примерно в 40 километрах к юго-западу от столицы Рейкьявика и уже несколько дней находится под угрозой возможного извержения вулкана. В субботу вечером примерно 3700 жителей были вынуждены покинуть свои дома, поскольку под Гриндавиком, под морским дном, проходит магматический туннель длиной около 15 километров. Близлежащая Голубая лагуна, одна из самых известных достопримечательностей Исландии, уже была закрыта ранее. С полуночи до полудня среды метеорологическая служба зарегистрировала более 800 землетрясений. Это не является значительным изменением по сравнению с предыдущим днем, пояснил Фейксон. Однако подземные толчки были гораздо слабее, чем в пятницу. Часть магматического туннеля, похоже, затвердевает, особенно по краям. Однако магмы поступает все больше. Вероятность извержения по-прежнему высока. Из-за увеличения загрязненности воздуха в Тегеране занятия в начальных классах будут проходить онлайн. Как сообщается, такое решение приняла рабочая группа Тегерана по координации чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением воздуха. Согласно решению, в дошкольных и начальных классах тегеранских школ все занятия пройдут онлайн. Из-за загрязнения воздуха сегодня в некоторых городах провинции Исфахан закрыты все школы. В метеорологической организации страны заявили, что загрязнение воздуха в Тегеране достигло тревожного уровня. Гражданам рекомендовано сократить использование автомобилей, избегать занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. В одном из крупнейших городов Бразилии, Рио-де-Жанейро, побит температурный рекорд, сообщают в среду латиноамериканские СМИ. По данным местных метеорологических служб, воздух накануне прогрелся до 39 градусов по Цельсию. При этом власти пояснили, что этот показатель не отражает то, как жара ощущалась. По подсчетам метеорологов, эта температура ощущалась жителями как 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в этом городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом подобной ощущаемой жары считался показатель в 58 градусов, который зарегистрировали в феврале 2023 года. В 15 штатах на юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. Под эту категорию попала и столица страны Бразилия. Жара охватила многие районы Бразилии на минувших выходных. По информации национального регулятора электроэнергетики, в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров. Проливные дожди затопили Джиду, второй по величине город в королевстве Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена. На острове Ява произошло масштабное наводнение в результате выхода из берегов местных рек, спровоцировавшее затопление населенных пунктов в ряде провинций. Дороги завалило мусором и грязью, что значительно усложнило проведение спасательной операции. В Египте река Нил окрасилась в бордовый цвет. Этому явлению находится простое объяснение. С сентября по ноябрь страну накрывают тропические ливни, которые порядком размывают почву и переполняют реку. Вода становится мутной, в ней перемешиваются сгнившие растения, поднимается ил. В это время река становится насыщенного бордового цвета. Но для местных жителей, проживающих вдоль русла реки, это грандиозное событие. Дело в том, что Нил течет среди песков, где на берегах ничего не растет, и именно благодаря грязи, которой река переполнена в этот промежуток времени,
берега становятся плодородными и можно заниматься сельским хозяйством. Грязь выступает своеобразным удобрением. Но к концу декабря река самоочищается и вновь становится прозрачной. Спасибо за просмотр.